Итак, первое правило. Женщина, имеющая ребенка даже без мужа, уже имеет семью. Мужчина, имеющий ребенка и не имеющий жены, не имеет права считать себя семьей с этим ребенком. Понятно? Дальше. Второе. Если мужчина и женщина имеют детей и живут под одной крышей, даже не общаясь и не имея секса, все равно считаются семьей. То есть, если мужчина имеют детей и живут под одной крышей, даже не общаясь и не имея секса, все равно считаются семьей. Поэтому, если вы сейчас живете под одной крышей, у вас нет секса, вы с мужем не работаете, у вас есть дети, то когда я буду объединять вас под один эгрегор, то этого мужчину, который с вами живет под одной крышей, я его все равно буду брать вместе с вами в энергетическую структуру. Третье. Если на расстоянии любить тех людей, которые являются вашей семьей, то так к вам привлекаются деньги. Запомните это. Четвертое. Мама всегда является семьей своим детям. Дети, общаясь с мамой, всегда объединяются в семью. Именно поэтому часто для того, чтобы, допустим, вам с мамой хорошо, у вас общаетесь с мамой, там появляется материальное благополучие, больше счастья, больше радости. Не запрещайте себе общаться с мамой, делайте это максимально часто. В случае, если наоборот, после общения с мамой все рушится, ругань, то не общайтесь. Тем не менее, хочу сказать вам, что в любом случае, для того, что в эзотерике есть понятие поливания корня. Именно поэтому, если хорошо относиться к родителям, то всегда будет это привлекать материальное благополучие. Ну, продолжим. Зять и невестка обязаны разговаривать со своей свекрухой и тещей. Это правило денег приносит деньги в семью. Запомните это правило, в дальнейшем его используйте. Следующее. Если кто-то из супругов настраивает друг друга против мамы или отца родного, то исчезает материальное благополучие. Дальше. Влад, подойди, выключи холодильник, он тарахтит, мне мешает. Дальше. Если у человека нет желания жениться и выходить замуж, то это является признаками семейного проклятия. С этими проклятиями будем работать. Очень много людей есть, которые не хотят жениться, не хотят выходить замуж. Кстати, часто так бывает, что признаками семейного проклятия является еще и шизофрения, психические расстройства. Я прямо уверен, что после тех практик, которые я проведу с вами и настрою ваши семьи, вы будете настолько удивлены, как мощно работает энергетика. Почему? Дело в том, что когда влияешь на семью, то эффект от работы с человеком увеличивается тысячекратно. Почему? Семья — это некая модель, наверное, линзы. Когда солнце светит на линзу, то может появиться луч. Точно так же эзотерика, когда влияет на одного человека, то нет такого воздействия, как воздействие исключительно на всех, кто объединен в энергию семьи. Поэтому, когда я буду влиять на вашу семью, вы увидите, как это может мощно и ярко работать. Сразу же хочу сказать, что первый день, сегодня-завтра, вы можете очень сильно пукать, а также могут быть расстройства или запоры. Вы должны к этому быть готовы, не переживайте, это начало работы. Очень трахтит. Дальше. За сплетни и наговоры, которые создают женщины или мужчины в своей семье, рассчитываются их дети в виде заболеваний. Следующее. Женщине нельзя изменять замужним мужчиной, это приведет к заболеванию детей. Мужчине нельзя изменять замужней женщиной, это приводит к заболеваниям мочеполовой системы. Следующее. Если дарить подарки в семье, то это увеличивает материальное благополучие в семье у этого человека. Следующее. Деньги в семье должны быть общими между мужем и женой. В тот момент, когда ребенок начинает зарабатывать самостоятельно, в этот момент он имеет право создавать свою семью и может ориентироваться на создание индивидуального эгрегора. Следующее. Время накопления в семье — это время хороших эмоций, и их нужно создавать с 18 до 23. Я это раньше говорил, это табу хороших отношений. Следующее. Семья — это место партнерства, а не конкуренции. Любая конкуренция между детьми и супругами наказывается в дальнейшем. Подчеркните это для себя и помните это всю свою жизнь. Женщина должна быть более магической, и женщина, она должна научиться в семье иметь желание хотеть. Хотеть, если женщина
Если женщина хочет своего мужа, то мужа хотят деньги. Если женщина не хочет своего мужа, то семью не хотят деньги. Именно поэтому очень часто, когда женщина начинает изменять, то деньги покидают семью. Грехом семьи является желание якать и тыкать. Слова «а я» и слова «а ты» необходимо заменять на слово «мы». Это одно из правил такой благополучной и счастливой семьи. Следующее. Нельзя говорить своим детям, что они живут лучше, чем вы. Ведь вы тоже хотите, чтобы они жили хорошо. И не хотите им плохой жизни. Родители, которые говорят о том, что они жили хуже, вот вы бы попробовали и так далее, очень ухудшает. Тарахтит все равно. Тарахтит все равно. Значит, это там вот этот насос, который в середине стоит. Постой и послушай, где там тарахтит. Нельзя проектировать поведение своих родителей на проекцию семьи, сказал. Следующее. Родители имеют право унижать своих детей, но так они делают этих детей похожими на себя. В случае, если вы удовлетворены своей жизнью и считаете свою жизнь успешной, то это позволяет вам унижать своих детей. Но я хочу вам сказать, что этого делать не стоит. Вообще я хочу вам дать совет. Вообще я хочу вам дать совет. Когда у вас есть частные проблемы с тем, что вы начинаете ссориться или обижаться, или хотите сделать замечание и так далее, то вам нужно относиться к своей семье как к эгрегору. Как к эгрегору. Смотрите, это одна из особенностей энергетического влияния на свою семью целиком. До того момента, пока вы как эзотерики не поймете, что семья это одно целое, то индивидуально относиться к какому-нибудь человеку можно, но не нужно. Относитесь к семье как к эгрегору. Смотрите, как это происходит. Женщина и мужчина, они живут друг с другом, и женщина говорит там, не чавкай. Или он ей говорит, от тебя там не так пахнет. Или она говорит, у тебя нет денег. И в этот момент нужно сказать себе или задать себе вопрос, вы готовы разрушить отношения? Если вопрос, вы готовы разрушить отношения и звучит так, не готовы, то тогда необходимо относиться к этому через позицию, что это было? Да. Перекрыл? Ой, спасибо. Хух. То относиться к семье как к единому целому необходимо, и это важнее, чем относиться к каким-то проблемам индивидуальным. Я хочу вас научить. Запомните, что семья это совокупность энергий. К семье, как к совокупной энергии, нужно и относиться как к совокупной энергии. Смотрите, как я это делаю. Не нравится, как кто-то ест, не нравится, как кто-то от себя ведет, не нравится, что мне там что-то раздражает. Но я отношусь к этому как к элементу, который я свято обожаю. И который я точно не хочу разрушить. Каждый раз, перед тем, как сделать замечание, перед тем, как человеку нахамить, перед тем, как человеку сказать что-то плохое, я говорю, я готов разрушать. Я не готов разрушать. Из этого следует такая медитация. Попробуйте соединиться с этой семьей и попробуйте ответить себе на вопрос, вы за сохранение или за разрушение. Вы ищете один повод для того, чтобы сохранить, или 100 поводов для того, чтобы разрушить. Но раз мы здесь все вместе находимся, то мы попробуем сделать все для того, чтобы создать такой эгрегор и сделать так, чтобы его почувствовали, этот эгрегор. Кто имеет право создавать такой эгрегор? Вы на правах того, что вы эзотерик, можете создать эгрегор и взять в этот эгрегор всех людей, которых вы любите. В случае, если у вас есть сын и там есть невестка и дети, можно брать и сына, и невестку, и детей. В случае, если вы хотите взять своих родственников, я разрешаю, возьмите своих кровных братьев, сестер и так далее. Но хочу вам сказать, что если вы будете брать туда сестер и двоюродных сестер и так далее, то влияние на вас уменьшится. Поэтому возьмите только тех, кто вам максимально и невероятно и очень дорог. А сейчас у вас есть время подумать и все-таки написать список тех людей, которых вы хотите объединить в один эгрегор вместе с собой.
Часто очень мы относимся к каждому индивидуально. В случае, если мы создаем эгрегор и на этот эгрегор начинаем очень сильно влиять, то вас будут воспринимать как человека из семьи. И вы будете одной семьей. Дело в том, что часто так бывает, что маму выбрасывают. Почему? Потому что ее не воспринимают как часть одной семьи. Объединив людей одной семьей или одним эгрегором, мы добиваемся следующего. Увеличение энергетики детей, которые могут с нами рядом не находиться. Дать энергию тем детям, которые на расстоянии ведут нездоровый образ жизни, и у них не хватает просто энергии сказать нет, отказаться от вредной привычки, справиться с вредной привычкой или справиться со своими жизненными какими-то проблемами и ситуациями. Также эгрегор, тот, который мы настроим, он поможет вам повлиять на вот таких неудачливых своих детей или родителей, еще кого-либо, для того, чтобы их жизнь изменилась и наконец-то их жизнь выровнялась и стала в их жизни, вновь появилась успех, везение, деньги, благополучие, фортуна и так далее, и так далее. Закончим все-таки с этой темой. В случае обвинения произносите слова, о них раньше говорил я, ни при чем, мы это помним. Всегда помните, через старших семей в вашей семье Бог разговаривает с вами. Внимательно прислушивайтесь к этому эмоционально. Я стараюсь в своей жизни максимально беречь корни. Что это обозначает? Вот со мной живет Светлана. И я стараюсь всеми своими фибрами, я очень давно это заметил, это было в виде эксперимента многолетнего. Я заметил, что если доставать человека, не любить, раздражаться, кидаться, то тогда это напрямую будет связано с материальным благополучием. И решение не дается, то есть будет ухудшать состояние, состояние будет ухудшаться, материальное будет ухудшаться и так далее. Почему? Она является корнем. Она самая старшая в нашей семье, есть еще моя мама, но моя мама далеко живет, ей можно только позвонить. Таким образом, объединяясь в одну семью, мы живем под одной крышей, она является для меня частью одной семьи, именно поэтому нужно услышать ее, нужно слушать ее. Я обычно начинаю утро или там, когда сижу за столом, говорю, а ты как думаешь, ну какие у нас там новости? И вот в тот момент, когда она говорит что-то, я ее хвалю, говорю, вот молодец, там, или говорю, вот ты хорошо выглядишь и так далее. Почему? Поливайте корни. Если вы будете поливать корни, в вашей жизни все будет хорошо. Я в свое время эти слова сказал одному дяде по имени Николай. И он подарил своей теще очень дорогую машину, Lamborghini. И она ездила, его теща, которая сама из какой-то там глубинки, но она жила с ними вместе, она ездила на этом автомобиле на житний рынок. Она не знала его стоимость, приезжала вместе с охраной на Lamborghini и после чего выходила и покупала там сумки. Тем не менее, он это сделал для нее и так далее. Почему? Он знает прекрасно, что нужно поливать корни. Поливайте корни, даже если эти люди вам неприятны, вредны, злитесь на них, ненавидите их, считайте, что они вам делают гадости какие-то, не имеет совершенно никакого значения. Вы все равно объединены в одно дерево, вы все равно живете так, чтобы у вас были корни, вы все равно есть один корень. Семья — это дерево, корни — это родители или предки, почитание предков укрепляет корень, забота и помощь живых предков. Забота и помощь родителям делает корень крепким, дети и внуки — это листья, родители должны сосредоточиться на земле, но здесь нужно понимать вот что. Если не любить родителей, то тогда появляются плоды гнилые. А гнилые плоды птицы не берут и не разносят. Что это обозначает? Проблема очень часто невозможности замужества и невозможности замуж выйти или жениться заключается как раз в обидах плода на корни.
Часто так бывает, что мужчина или женщина обижается на своего родителя, на отца, мать. Иногда даже если не обижается, это может быть связано кармическими, то есть идет кармическая обида. Это может быть связано с непрощением, там дед когда-то с кем-то погулял, бабушка не просила, и идет после этого как проклятие рода. И это все необходимо тоже устранять. Но мы будем это устранять через одну систему эгрегориальную, объединимся, потом разделимся в самом конце и будем вот таким образом работать. И будем вскармливать дерево, менять вот эти вот все предпосылки и так далее. Так, скажите, идет трансляция? Все там у нас хорошо? Уже не заикается? Иногда даже если не обижается, это может быть связано кармическими. О, супер, я рад, наконец-то. Ох. Итак, все равно наша тема сегодня не особо интересная, но уже мы скоро перейдем к записи моих для вас подготовленных методов. Итак, если очень плохо, 5 золотых столпа семьи, об этом тоже хочу сказать. Это доверие, уважение, сострадание, служение и любовь. Необходимо эти слова написать и давать заучивать нашим детям, когда они растут. То есть нужно говорить им, что является 5 основными столпами семьи, делающие семью счастливой. И дети должны отвечать: доверие друг другу, уважение друг другу, сострадание друг другу, служение друг другу и любовь по отношению друг к другу. О любви тоже скажу. Если очень плохо, всегда помните, есть правила эзотерики. Если в вашей семье есть проблема, никому никогда об этом не рассказывайте, никому никогда не жалуйтесь. Жалобы всегда ухудшают ваше положение. Используйте правила. Оно звучит так: не жалуйтесь, не просите и не бойтесь. Самое важное — спокойствие и принятие. Принятие дает человеку силы и дает человеку разум, а не эмоции. Поэтому, что бы в жизни ни происходило, старайтесь быть спокойными, успокаиваться и принимать разумное решение. Далее, несколько слов еще и об этом, нужно это сказать. Почему происходит одно и то же в жизни человека? Когда в жизни человека происходит одно и то же, это является уроком, который человек должен познать. Почему один и тот же урок происходит у человека, и человек говорит обычно: а почему я начинаю бизнес, он у меня распадается, почему у меня все время занимают деньги, почему мой сын вновь и вновь так поступает, почему я такая несчастная, и мужчины появляются одни и те же, с чем это связано? Дело в том, что вся наша жизнь, она связана с принципом принятия и отталкивания. На протяжении своей жизни мы формируем концепцию, в ходе которой мы можем что-либо не принимать. Допустим, сын пьет, и мы не принимаем. А нам нужно принять, что он пьет. Сказать: да, мы знаем, он пьет, он алкоголик, он бухарик, он там невежа и так далее. Мы это принимаем. Что ж делать? Да, у меня сын алкоголик. Ну ничего, и так бывает. Ахаха. Таким образом, вы приняли и отпустили. А вы можете делать так: да, это люди врут, это невестка врет, это все там люди наговаривают. Нет, он справится, он хороший. Нет, надо сказать правду. Правда развязывает, правда и принятие развязывает наши проблемы. Дело в том, что очень часто из-за того, что мы отталкиваем ситуацию, не принимая ее, а нужно принимать ее, говорить правду, после этого говорить: ну ничего страшного, я с этим все равно проживу. И так бывает, очень изменяет наше положение вещей. Еще один пункт, о котором, может быть, сегодня не нужно было говорить, но я все-таки скажу. Друзья, товарищи, эзотерики, братство мое, вы должны знать, что в этой жизни мы все равно живем. И эту жизнь мы проживем от начала и до конца. Хотите вы мне верить или не хотите, эта жизнь наша, она обусловлена нашим рождением и нашей кончиной. На протяжении этой жизни у нас нет выбора для того, чтобы жить. То есть мы не имеем выбора. Человек говорит: я не хочу так. Ну и что? Мне не нравится. Ну и что? А мне, ну и что? Все не имеет значения. Почему? У вас нет выбора жизни. Вы уже живете. А из-за того, что нет выбора жизни и вы уже живете, то единственное, чем вы можете наполнять такую жизнь, это своими эмоциями. Так вот, одно из правил, которое звучит как: наполняя жизнь плохими эмоциями и наполняя жизнь хорошими эмоциями, наполняя жизнь плохими чувствами и наполняя жизнь хорошими чувствами, вы формируете всю свою дальнейшую жизнь.